Как много людей заблуждаются, думая, что настоящая причина измены – это просто желание человека получить на стороне, вне отношений, вне семьи секс. Вот у всех такая картинка в голове, как будто муж с женой сексом не занимаются, и муж так и страдался, ему очень надо, а жене не надо почему-то, и пошел налево искать себе женщину. Конечно, зачастую бывает так, но тогда самое легкое и простое для мужчины было бы просто пойти и заплатить за этот одноразовый секс. Нет, конечно, есть мужчины, которые очень экономные, им жалко заплатить за это, и тогда, наверное, они будут напрягаться, утруждаться и стараться очаровать какую-то наивную девушку, лишь бы не оплачивать, собственно, те услуги, которые им нужны. Но поверьте, таких на самом деле не так-то много. В основном, если мужчина заводит любовницу на стороне, то там действительно есть чувства. Ну и если же это не любовница, то есть не постоянная поддерживаемая связь с одной и той же женщиной, а одноразовые разные отношения, опять-таки, представляете, сколько труда мужчине нужно вложить, чтобы периодически это искать. Если для него секс — это какая-то такая вот вещь, процесс, да, которого ему так сильно не хватает дома, что ему нужно это найти, по сути, как голод. Это как если ты голодный, тебя дома не кормят, ты будешь ходить все время вне дома и принюхиваться к запахам, искать эту еду. То, наверное, такой мужчина, которому действительно измены нужны исключительно из-за секса, как физического акта, в процессе которого можно сбросить сексуальное напряжение, хотя оно прекрасно сбрасывается и своими руками путем самоудовлетворения. Так вот, если это такой мужчина, которому правда нужен только секс, и поэтому он изменяет, то поверьте, он будет ходить к проституткам. Сегодня это решается все достаточно легко. Если же мы говорим о изменах, которые происходят не с женщинами, которые предлагают такой вид услуг, а просто с девушками-женщинами, которые влюбляются, которым нравится этот мужчина, или которые хотят тоже каких-то близких отношений, и вот случаются такие измены, то там всегда есть чувства. Ведут в эту измену именно чувства, а не желание секса как сексуальная потребность. Получается, что мы с вами прямо сейчас развеяли этот миф. Оказывается, не секс причина измен изначальная. Что же стоит за сексом? По одному из своих образований я психолог-сексолог, поэтому с темой секса знакома достаточно хорошо. Секс, а именно оргазм во время секса. Оргазм — это наивысшая точка эмоционального удовольствия, открытости, телесного удовольствия. То есть секс, как близость и сам оргазм, это про огромное количество чувств и эмоций через близость. Так вот, мужчина, который идет на сторону от жены, ему на самом деле не хватает не столько самого секса, сколько чувства близости. Ты меня понимаешь, и я тебя понимаю. Я могу сказать тебе что-то такое, что не могу сказать другим. То, в чем я уязвим, и другим я не скажу, дабы не показать свое слабое место. А тебе, дорогая моя жена, я могу это сказать, потому что ты меня принимаешь таким, какой я есть. У нас теплые, близкие отношения. Близость, я использую здесь слово не столько для описания телесной близости, хотя это тоже близость, это лишь одна из форм близости. Это скорее про теплый, близкий эмоциональный контакт. Он не всегда может быть теплым. Там могут быть и ссоры, и скандалы, и повышенный голос, периодически очень даже уместен. Но это про то, что если мы с тобой смеемся, то ты не скажешь мне через минуту нашего смеха: ну ты дурачок, что ж ты ржешь-то с этого? Это же так глупо на самом деле. Или если мы ссоримся, и я закричу на тебя, ты не скажешь: не смей, выйди из комнаты, не смей на меня повышать голос. Ну, конечно, если мы не говорим о каких-то крайностях, где действительно крик был неуместен. Но на самом деле сейчас в огромном количестве семей разумное проявление агрессии запрещено под запретом. Во многих семьях нельзя кричать, нельзя повышать голос, хотя крик и повышение голоса — это просто проживание эмоций. На это можно было бы снять не просто отдельное видео, а отдельный обучающий курс, потому что эта тема очень большая, в ней много нюансов, поэтому я не хочу сейчас здесь ее больше разворачивать, дабы не давать вам почву неправильно истолковать вот так поверхностно, касаясь этого. Но я хочу лишь вам показать, что близость, она бывает очень-очень разной. И когда человек решается идти
на сторону изменять. Ему не хватает именно близости. И не только телесной, больше даже близости душевной, эмоциональной. Потому что когда есть душевная, эмоциональная близость, и при этом, если человек не находится в стрессе, и у него функционирует его система, которая отвечает за либидо, да, его либидо, то есть вот это желание телесное, способность желать секса, функционирует сейчас нормально, потому что стресс – это основной фактор, что, собственно, растаптывает наше либидо ниже плинтуса. Так вот, если есть одновременно и близость эмоциональная, душевная, и с либидо все в порядке, то человек, по идее, будет хотеть секса со своим партнером. Опять-таки, бывают исключения в виде антисексуальных людей, которым секс не нужен, потому что они очень сильно травмированы сексуально. Но если вот это вот все убрать, всякие «но», да, исключения, разные сложные варианты, то вообще-то секс – это лишь следствие того, что мы с тобой близки. Если мы говорим с вами про длительные семейные отношения, понятно, что когда мы только влюблены, в нас гормоны играют, нас тянет к человеку еще на уровне его там запахов, вот всего этого. Это другая история. Но мы сейчас говорим про измены, которые есть уже в стабильных отношениях. Близость. Вот что нужно там развивать. Вот к чему нужно стремиться, чтобы предотвращать измены.